Всем привет! Сегодня мы едем на остров Чикубушима, остров, где исполняются все желания. Мы отправляемся от станции Хиезан-Сакамото. Вот дети где-то увидели здесь на станции Коршуна. И мы доедем до станции Нагахама. А там мы пойдем в порт Нагахама. И из порта Нагахама на катере поедем к острову Чикубушима. Этот остров популярен именно у японцев. И вы увидите потом, что там были в основном японцы, иностранцев почти не было. Японцы устремляются на Чикубушиму не просто потому, что это красивый туристический спот, а это мощнейшая точка силы – пава-спот. Во-первых, там есть храм Хогонджи, который входит в тройку великих храмов Бензайтен Японии. А Бензайтен – это название богини, и есть 3 храма Бензайтен, которые находятся на Чикубушима, и Эносима и Мияджима. А вот, кстати, мы сели на катер, ехать где-то 35 минут. Бензайтен отвечает за богатство, красноречие и исполнение желаний. Именно поэтому японцы выстраиваются в очередь в главном зале. Там вы тоже увидите, была очень большая очередь, чтобы купить маленькую красную куклу Шаваса Негай Дарума, Дарума счастливого желания. Внутрь нее кладут записку с заветной мечтой и оставляют в храме. Считается, что Бензайтен, эта богиня, обязательно ее услышит. Вот мы подъезжаем к острову. Во-вторых, Хогонджи, этот храм, он 30-й по счету святыня в знаменитом паломническом маршруте Западной Японии Сайгоку Санджу Сансё. Этот маршрут состоит из 33 храмов, посвященных богине милосердия Каннон. Для верующих японцев пройти этот путь – духовный подвиг, а добраться именно сюда, на 30-ю точку посреди бурного озера на пароме – это особенное, ни на что не похожее приключение. Люди приезжают со специальными книгами Гошуин Инчо, чтобы получить священную печать этого труднодоступного острова. Еще мы ездили месяц назад на остров Сикоку, и там тоже был путь 88 храмов, немножко похожий. Про Сикоку я ставила видео сюда, и там тоже было видео, где я рассказывала немного про этот путь 88 храмов, и мы заезжали в один из них. Кому интересно, посмотрите. И вот мы прибыли на священный остров Чикубушима. Здесь все буквально дышит историей одного из моих самых любимых персонажей, великого Тойотоми Хидеёши. Если вы думаете, что это просто красивый остров, приготовьтесь удивиться. Хидеёши – это человек-легенда. Он родился в семье самого простого бедного крестьянина, но благодаря своему уму, хитрости и энергии стал абсолютным правителем всей Японии. Не знаю, наверное, чувствую симпатию к нему, потому что мне тоже пришлось начинать с нуля, без помощи кого-либо, опираясь только на свои силы. И это очень похоже на его судьбу тоже. Его называли неповторимым обезьяной за специфическую внешность, но именно эта обезьяна объединила расколотую войнами страну. Время обеда, и мы немножко проголодались и решили зайти в это кафе, потому что оно единственное на острове. Мы попробовали местную говядину оми в пирожках. Это пирожки называются никуман. Пирожки с говядиной карри, немножко остренькая, и еще как пирожки никуман, это в китайском стиле, сделанные на пару. Мне как-то больше на пару понравился. И почему этот остров посреди озера Бива был так важен для Тойотоми Хидеёши? Хочу сказать немножко про это. Все дело в мистике и в вере, в
те времена очень люди верили в мистику. И в молодости, когда Хидеёши еще только пробивал себе путь наверх и правил близлежащим замком Нагахама, мы откуда приехали, он регулярно приплывал сюда. Но перед тем, как править замком Нагахама, он вообще работал только, где он только не работал, и слугой был. Ну, в общем, поднимался очень, ему было тяжело. Но вот потом, в конце концов, добился успеха, и у него был замок на Нагахама. И он регулярно приплывал сюда. Он горячо молился местной богине Бензайтен о победе в битвах и военной удаче. И богиня его услышала. Каждый свой триумф Хидеёши отмечал щедрыми дарами этому месту, отправляя сюда золото, шелка и личные письма. Здесь вот есть музей, там его личные письма тоже есть. Для него это было личное место силы. Хидеёши обожал роскошь, золото, яркие краски, помпезность и чайную церемонию. Этот стиль называют культурой Момояма. И самое безумное, что именно здесь, на Цукубашиме, чудом сохранились подлинные частички его жизни, которых больше нет нигде в мире. Такие частички, как ворота Карамон, там дальше будет. Изначально они украшали его замок в Осаке, а затем его самую первую гробницу в Кёто. Когда клан Токугава уничтожил семью Хидеёши, после того, как Тоётоми Хидеёши умер, Токугава уничтожил семью Хидеёши и его сына. И он стер его замки с лица земли. И эти ворота спрятались здесь, на острове, и они чудом выжили. И еще есть храм Цукубусума, тоже здесь дальше будет. Это буквально бывшие личные роскошные покои Хидеёши из его любимого замка Фусими на Кёто, который был. Вы только представьте, что мы можем заходить туда, где он отдыхал, строил планы и проводил свои последние дни. А еще перед битвами самураи Хидеёши выпивали саке, алкоголь такой, и разбивали глиняные чаши на удачу. И сейчас мы идем там загадывать желание, мы повторяем этот ритуал на смотровой площадке бога дракона, бросая тарелочки каваракаке через Тории над обрывом. Хочу заметить, что история этого острова началась задолго до Хидеёши. Есть легенды про разных богов, но я не буду рассказывать, потому что это уйдет много времени. Но я расскажу про императора Сёму. Давайте перенесемся в далекий 724 год. По некоторым хроникам это 742 год. Японской империи тогда правил император Сёму, тот самый, который построил великого Будду в Наре. И однажды ночью во сне ему явилась сама богиня Солнца Аматерасу, главная покровительница императорского рода. Она указала на озеро Бива и произнесла: «На этом озере есть сакральный остров, куда спустилась богиня мудрости и удачи Бензайтен. Построй там храм, и в стране воцарятся мир и процветание». Проснувшись, император немедленно отправил на остров своего верховного буддийского монаха по имени Гёки. Тот отлично вырезал из священного дерева статуи Бензайтен и основал монастырь Хагонджи. С тех пор уже 1300 лет этот крошечный клочок земли среди воды считается одним из самых намоленных и мистических мест во всей Японии. И вот мы пришли совершить ритуал с глиняными тарелочками кавараке. Раньше это был ритуал самураев. Они силой разбивали чашу о землю, символизируя непоколебимую решимость победить или умереть. А сейчас эта суровая традиция превратилась в мирный, красивый ритуал богу-дракону. И считается, если вы напишите на одной тарелочке свое имя, а на второй желание,
И если бросите тарелочку, и она преодолеет ветер и пролетит ровно через установленные на скале ворота Тории, считается, что дракон принял подношение и желание гарантированно исполнится. Это довольно-таки трудно. У меня одна тарелочка залетела как нужно, а вторая нет. Этот зал, где мы находимся, возведен в честь Рюджина, короля дракона. Согласно японской мифологии, озеро Бива является обителью великого водного божества восьмиглавого дракона. Поскольку остров Чикувашима считался священным центром озера, именно на этом крутом скалистом обрыве молились хозяину водной стихии, прося его о защите от наводнений и штормов, неспослания дождя и засуху для хорошего урожая и безопасном плавании по озеру. Поэтому это место официально называется Рюджин Хайшо, место поклонения богу дракону. Здесь, на Чикувашиме, есть поверье, что Бензайтен, богиня Бензайтен, очень отзывчива к искренним просьбам. Именно поэтому так популярны ритуалы с куклами Дарума и бросанием тарелочек Кавара-Кенаги. Люди верят, что в этом месте силы, дистанция между человеком и божеством минимальна. Бензайтен изначально, можно сказать, была индийской богиней Сарасвати. В Японии это трансформировалось в покровительство всему, что течет. Вода, поэтому ее храмы почти всегда стоят у воды, озеро, море, пруды. Музыка и речь, она покровительница искусств, красноречия и музыки. Ее всегда изображают с японской лютней бива. И также знаний. К ней приходят за мудростью и успехами в учебе. Также многие японцы поклоняются ей как богине, дарующей богатство и процветание. И также ее считают покровительницей женщин. А сейчас мы проходим по самому необычному коридору в Японии – Фунаро. Он построен из кили и древесины личного корабля Тойотоми Хидеёши. И 400 лет назад эти доски рассекали морские волны, а сегодня они ведут паломников к святыне. Храм Цукубо-Сума – это хрупкое национальное сокровище, поэтому его внутренние залы скрыты от глаз обычных туристов. Мы можем лишь снаружи любоваться резьбой, которая когда-то украшала стены замка самого Тойотоми Хидеёши. Это место хранят как драгоценную реликвию, помогая времени замереть внутри этих золотых стен. Эти залы когда-то были частью роскошного замка Фусими в Киото. Но сын великого Тойотоми Хидеёши приказал привести его на этот остров, чтобы спасти от разрушения. Я уже говорила, что клан Токугава уничтожил все, что создал Тойотоми Хидеёши, и вот это единственные реликвии, которые удалось спасти. Это искусная резьба по дереву, настоящий шедевр эпохи Момояма, сохранившийся сквозь века. У ворот Карамон нас встречает Архат Бинзуру. Его история немного грустная, но вдохновляющая. Говорят, Будда не позволил ему уйти в нирвану за хвастовство магическими силами. Бинзуру остался в нашем мире, чтобы вечно помогать простым людям. Именно поэтому он сидит не в глубине храма, а здесь, на самом выходе, доступный каждому. Погладьте его по колену или руке, и он обязательно поделится с вами силой. Считается, если у тебя что-то болит, просто потри сначала Бинзуру, а потом себя, и болезнь отступит. А вот ворота Карамон, их называют вратами в рай за их ослепительную красоту. Карамон – уцелевшая часть Великой империи Хидеёши.
Они пережили войны, пожары, чтобы сегодня мы могли увидеть истинное величие японской архитектуры. Вот перед нами храм Хогонджи, посвященный богине Бензайтен. Я уже про него в начале видео рассказывала. Это главный храм острова, основанный в 8 веке. И вот сегодня золотая неделя, майские праздники. Посмотрите, сколько людей пришли молиться и ставить свои желания. И мы тоже решили оставить частичку своих мечтаний. Ритуал прост. Пишешь желание, вкладываешь в Даруму и доверяешь его острову. Говорят, Бензайтен особенно благосклонна к тем, кто пришел к ней с добрым сердцем. Пусть все задуманное исполнится. А теперь, после ритуала в Хогонджи, мы зайдем в сокровищницу острова. И поверьте, от этих экспонатов бегут мурашки. Хотя, извините, я не могла там снимать особо. Прямо за стеклом там лежали подлинные рукописи и письма, написанные рукой самого Ода Нобунаги и Тойотоми Хидэёши и еще разных известных правителей. Представляете, эти великие самураи лично держали в руках эти бумаги. И еще там хранится Чикубушимакё, священный свиток IX века, расписанный настоящим золотом и серебром, который считается национальным достоянием Японии. Обязательно загляните, если будет время, прикоснитесь к тайнам, которым больше 1000 лет. Еще внутри зала стоит большая деревянная статуя, сидящая Бензайтен, высотой более метра. Друзья, напоминаю, я всегда ставлю тайм-коды в описании и в комментарии, так что вы можете смотреть с интересного вам момента.
наше путешествие на остров Чикубушима подходит к концу. Знаете, несмотря на то, что сейчас золотая неделя и людей было довольно много, это ничуть не испортило атмосферу. Нам невероятно повезло с погодой. Яркое солнце сделало это место еще более магическим. Для меня этот день стал настоящим погружением в историю. От роскошных реликвий Тоётоми Хидэёши до тихих молитв в храмах Бензайтэн и азартного ритуала с тарелочками для бога-дракона. Надеюсь, наши желания сбудутся. Чикубушима – это место, куда хочется вернуться за спокойствием и чистотой. Но на этом мои приключения не заканчиваются. Уже в понедельник, 18 мая, я планирую снова отправиться в Инрякуджи. В прошлый раз мне там так понравилось, что я поняла, надо увидеть все. Мы все не успели посмотреть, и я прямо у меня загорелась. Хочу досмотреть все. И вот решила, 18 мая я еду туда опять. Я хочу изучить этот храмовый комплекс поглубже. И также я по пути обязательно заеду в Киото. Поэтому, дорогие зрители, если у вас есть любимые места в Киото или вы хотите, чтобы я показала что-то конкретное, обязательно напишите об этом в комментариях. Я постараюсь снять об этом именно для вас. Подписывайтесь на канал, если вам интересно. Каждую неделю я ставлю влоги о моей жизни в Японии. Впереди еще много интересного. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Вот мы сели на катер и отправляемся в Нагахаму. Про префектуру Сига у меня будет еще одно видео. Так что я еще на этих выходных постараюсь сделать это последнее видео про префектуру Сига, и еще про сувениры, может быть, потом я сделаю после того, как вернусь из Инрякуджи и Киото. Всего доброго, до новых встреч!